В мире видеоигр есть такие шедевры, которые захватывают воображение миллионов, погружая их в мрачные загадочные миры, где каждая победа — это триумф воли и мастерства. Одной из таких культовых серий является Diablo, рожденная в недрах студии Blizzard Entertainment. Этот адский эпос не только изменил представление об РПГ, но и стал воплощением ночных кошмаров и незабываемых приключений. Начало истории Diablo можно отнести к далекому 1996 году, когда Blizzard North, небольшая студия, состоявшая из амбициозных разработчиков, представила миру первую часть серии. Идея создания игры, в которой игроки будут сражаться с силами зла в мрачных подземельях, пришла к Дэвиду Бревику, одному из основателей студии. Вдохновленные настольными ролевыми играми и своими собственными фантазиями, команда разработчиков создала атмосферу, наполненную страхом и опасностью. Diablo стала мгновенным хитом. Сюжет первой игры был прост, но глубоко увлекательный. Игроки отправлялись в мрачный городок Тристрам, где они должны были проникнуть в лабиринты под собором и победить самого владыку ужаса — Диабло. Этот демон сеял хаос и разрушение, и только герои, отважившиеся спуститься в его логово, могли остановить его. Каждый шаг по темным коридорам подземелий сопровождался напряженнейшей музыкой, скрипами и шорохами, создавая атмосферу настоящего ужаса. Интересный факт. Чтобы сделать игру более захватывающей, разработчики решили добавить в нее многопользовательский режим. Так появилась возможность играть по сети, что в 1996 году было революционным новшеством. Это позволило друзьям объединяться и вместе сражаться против зловещих монстров, делая каждую победу еще более сладкой. С выпуском Diablo 2 в 2000 году серия поднялась на новый уровень. Игра стала более масштабной, с 4 актами, каждый из которых происходил в разных уголках фантастического мира Санктуария. Графика улучшилась, геймплей стал более разнообразным, а история более глубокой. Игроки снова столкнулись с Diablo, но теперь они узнали, что он лишь один из 3 Prime Evil'ов, включая Баала и Мефисто, которые стремились уничтожить мир. Diablo 2 стала легендой, устанавливая новые стандарты для жанра RPG и задавая тон будущих игр. Диалоги между персонажами и их уникальные способности и таинственные квесты привлекли миллионы игроков. Кто не помнит ужасного звука Fresh meat. при встрече с мясником? А как насчет поиска таинственного артефакта Харадрик Кьюб, который открывал новые возможности для комбинаций предметов? Эти моменты стали культовыми и до сих пор вызывают ностальгию у ветеранов игры. Diablo 2 также ввел концепцию случайно генерируемых подземелий, что делало каждое прохождение уникальным. Это поддерживало интерес игроков, возвращавшихся снова и снова, чтобы исследовать новые лабиринты и найти редкие предметы. И, конечно же, не стоит забывать о дополнении Lord of Destruction, которое добавило новый акт, новые классы персонажей и еще больше контента для любителей адских приключений. Прошло более 10 лет, прежде чем Blizzard представила миру следующую часть серии. В 2012 году вышла Diablo 3. Игра претерпела множество изменений и улучшений, графика стала еще более впечатляющей, геймплей более динамичным, а история еще более запутанной и увлекательной. Игроки снова оказались в центре борьбы между силами света и тьмы, исследуя новые земли и сражаясь с ордами демонов. Сюжет Diablo 3 продолжает историю, начатую в предыдущих играх. Неприятности в Санктуарии начинаются с падения таинственной звезды, которая оказывается ангелом Тираэлем, утратившим память. Героев ждет захватывающее путешествие, в котором они должны остановить Диабло, стремящегося объединить камни душ всех Prime Evil'ов и обрести небывалую силу. Игра предложила множество новых механик и классов персонажей, таких как охотник на демонов, чародей и монах. Каждая битва, каждое сражение с боссом, каждое открытие нового уровня — все это дарило игрокам незабываемые эмоции. И, конечно же, нельзя забывать о Auction House, которая позволяла игрокам покупать и продавать предметы за реальные бабосики. Этот эксперимент оказался спорным, но, несомненно, стал одной из самых обсуждаемых тем среди геймеров. И интересный факт: во время разработки Diablo 3 в Blizzard работало столько талантливых людей, что офис был буквально наполнен творческой энергией. В перерывах между напряженными рабочими сессиями разработчики устраивали импровизированные концерты на гитарах и даже создавали свои маленькие музыкальные шедевры, вдохновленные атмосферой игры. Прошло несколько лет, и Blizzard вновь порадовала поклонников серии, выпустив дополнение Reaper of Souls в 2014 году. Это дополнение добавило новый акт, нового персонажа-крестоносца и новый режим приключений, который позволил игрокам бесконечно исследовать мир Санктуария в поисках новых испытаний и наград. Diablo 4
анонсированная в 2019 году, стала одной из самых ожидаемых игр. Разработчики обещают вернуть атмосферу мрака и ужаса, которая была присуща первым частям серии, добавив современные технологии и улучшенный геймплей. Игроков ждет еще более глубокий сюжет, масштабный открытый мир и, конечно же, новые встречи с демонами, которые не дадут покоя даже самым смелым героям. Но что же делает серию Diablo такой особенной? Это не только захватывающий геймплей и потрясающая графика. Это атмосфера мрака и загадки. Ощущение, что за каждым углом прячется что-то ужасное и невероятно интересное. Это возможность стать героем, который сражается со злом и, победив, чувствует себя триумфатором. Это также удивительные моменты, такие как первый раз, когда ты открываешь портал в ад, или когда находишь легендарный предмет, который становится твоей гордостью. Серия Diablo — это пример того, как видеоигры могут объединять миллионы людей по всему миру, дарить незабываемые эмоции и создавать настоящие легенды. Будь то первые шаги в подземельях Тристрама или эпические битвы с демонами в Diablo 3, каждый момент, проведенный в мире Санктуария, остается в памяти навсегда. Так что если вы не пробовали погрузиться в этот мрачный, но увлекательный мир, самое время взять в руки меч, нацепить броню и отправиться навстречу с Диабло и его ордами. Помните, что за каждым поворотом, в каждой тени и в каждом закоулке этого мира вас ждет приключение, которое не оставит равнодушным ни одного отважного героя. Diablo не просто игра, это явление, которое с каждым новым выпуском собирает миллионы поклонников по всему миру. Первые две части стали эталонами жанра, а третья предложила новые подходы и механики, которые открыли франшизу для нового поколения игроков. И хотя игра претерпела множество изменений и обновлений, основные элементы, делающие ее уникальной, остались неизменными. Напряженная атмосфера, глубокий сюжет и адреналиновые сражения. Не менее важным элементом успеха Diablo является ее музыкальное сопровождение. Музыка, написанная композитором Мэттом Ульманом, стала неотъемлемой частью игрового опыта. Мелодии из Тристрама мгновенно узнаваемые и вызывают ностальгию у всех, кто когда-либо вступал в мрачные подземелья этого города. Они создают непередаваемую атмосферу и еще больше погружают игрока в мир игры. Разработчики также всегда уделяли большое внимание деталям. Например, каждый монстр в игре имеет свою уникальную анимацию и звуковое сопровождение, что делает каждую битву особенной. Даже мелочи, такие как трещание под ногами половицы или тихий шепот в темных коридорах, добавляют игре реалистичности и делают ее еще более захватывающей. Diablo также оказала значительное влияние на игровую индустрию в целом. Многие современные RPG заимствовали ее механики и идеи. Случайная генерация уровней, система лута и прокачки персонажей стали стандартом для множества игр. И все это началось именно с Diablo. В будущем серия Diablo обещает продолжать радовать своих поклонников новыми приключениями и испытаниями. Каждый новый выпуск — это шаг вперед, предлагающий еще более захватывающий и глубокий игровой процесс. Несмотря на все изменения и нововведения, основа остается прежней — борьба со злом, погружение в мрачный мир Санктуария и незабываемые приключения. Серия Diablo — это не просто игры. Это путешествие в мир, где тьма и свет ведут вечную борьбу, где каждый шаг может привести к новой битве или удивительному открытию. И это путешествие продолжается, привлекая все новых и новых героев, готовых сразиться с демонами и стать легендами. А на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, клацайте на колокольчик, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на нашу группу ВК, ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Это конец. Nintendo Switch, Xbox, PlayStation. Не знаешь, во что поиграть, уже перебрал все варианты. Nintendo Switch, Xbox, PlayStation.